Всем привет! Сегодня сериал «Плохой папа». Бэд папа, плохой папочка. 2018 год. Сценарист Ким Сон Мин. Режиссер Чин Чан Гю. В главных ролях Чан Хёк, Сон Йо Ин, Шин Ин Су. Все смотрю с участием Чан Хёка, универсальный актер, на мой взгляд, и лирический, и характерный, и комедийный, плюс бойцовские навыки, хорошие внешние данные, все при нем. Поэтому востребован. Я читала его интервью, он говорит, что на середине проекта он дает задание менеджеру давать ему сценарий нового проекта, так как он не хочет простаивать. Мне 44, до 50 надо поработать хорошо. Сюжет. Жила-была семья, мама, папа и дочь лет 13. Мама писатель, папа бывший боец, а ныне полицейский, дочь школьница. На почве денег жена постоянно ругается с мужем, упрекает его, что от него нет никакого толку. Дочь переживает. Однажды жена дает мужу соглашение о разводе. На работе у мужа неприятности, денег нет, он в полном отчаянии. И однажды в поисках денег он попадает в клинику по тестированию новых пищевых добавок. Но его состояние здоровья не позволило ему стать испытуемым. Но один парень, которому заплатили $3000 и дали таблетки, уступает главному герою и деньги, и таблетки. Возвращаясь домой на автобусе, он попадает в аварию, деньги сгорают, но он спасает дочь и мать, вынося их из горящего автобуса. И этот подвиг он совершил при помощи тестируемой синенькой таблеточки. Отсутствие денег толкает его подписать контракт на 7 боев. Надо отметить, что много лет назад его обвинили в участии по договорному поединку, в котором он якобы специально проиграл. На этом кое-кто нажился, разгорелся скандал. Вследствие этого его с позором лишили всех титулов и исключили из спорта. Поэтому возвращение на ринг главного героя было окружено повышенным вниманием со стороны СМИ и всех околоспортивных кругов. Никто не знал, что главный герой болен миастенией, неврологическое заболевание. Именно поэтому он проиграл бой. И эта болезнь потом проявится у дочки. Вот вокруг всей этой истории, плюс взаимоотношения в семье между мужем и женой, между отцом и дочерью, и происходит развитие сюжета. Главный герой в финале умирает, выполнив благородную миссию по спасению своей дочери. Деньги, деньги, деньги. Этот проклятый всеобщий эквивалент. Сколько драм разыгрывается из-за их отсутствия. Жену тоже не поймешь. Постоянно ноет, что не хватает денег. Но когда он подписал контракт, на бои стала ныть, что не надо. А сама тоже не зарабатывала. Дочь просила новый модный рюкзак, который стоил $1200. На ютубе много роликов, когда знатоки не могут отличить брендовую вещь от подделки. Так отец купил подделку и нажил кучу неприятностей. Бедный мужик. Нет, бедные все мужчины. Вроде феминистки за равноправие, но большинство считает, что мужчина должен быть кормильцем, добытчиком. Вот смотрела я на главного героя. Мужик старался изо всех сил. И было так жаль его. А в итоге смерть. Мне кажется, это зрелая и лучшая роль Чан Хёка. Ему уже 45, и у него 3 детей. Старшему как раз, наверное, лет 13. Так что он понимал, о чем эта роль. И все время звучала мысль, что у человека должен быть хороший тыл. Это его семья, жена, дети. Тогда он справится со всеми проблемами. Но эти проблемы всегда возникают тоже из-за семьи. Почему у главного героя было столько проблем? Да потому что жене и дочери постоянно нужны были деньги. То новый рюкзак, то новый дом, оплата счетов. То жене, видите ли, надо было осуществить свою давнюю мечту стать писателем. То есть семья успешно создает проблемы, потом успешно в кавычках помогает их преодолеть. Не зря в конце фильма титрами идет слоган «Мы поддерживаем пап этой эпохи, которые помогают нам идти по жизни». Вся наша жизнь – борьба. Борьба с болезнями, проблемами, друзьями и недругами, родными, самим собой. И надо барахтаться, как та лягушка в молоке, до самого конца, чтобы сбить сметану и сказать себе «Я сделал все, что мог». Ну а дальше как судьба распорядится. Я думаю, что Чан Хёку тяжело было сыграть эту роль, столько душевных сил было потрачено, даже смотреть было тяжело. Когда дочь, лежа на больничной койке, сказала отцу: «Папа, прости за то, что вечно проблемы доставляла». У меня ком в горле стоял. Фильм будет ближе тем, у кого есть семья и дети. Как-то смотрела очередную историю расследования с Леонидом Каневским. Название не помню, но суть такая. Семья, муж работал в проектной организации. В 90-е годы проектный институт закрыли, муж остался без работы. То есть эта проблема была в масштабах всей страны, а не лично его. Он не мог никуда устроиться на работу, кажется, начал выпивать. Так жена и теща выгнали его из дома. А дочь жалеется, общалась с ним. Меня эта история потрясла. Неужели в трудную минуту нельзя было поддержать близкого человека? Кстати, жену потом убили. Новый соискатель на роль мужа. Очень хороший сериал. Чан Хёк и смешной, и нелепый, добрый, беспредельно, любящий отец и муж, порой беспомощный, а порой невероятно сильный, готовый отдать и отдающий свою жизнь во имя спасения папиной дочки. Дочка, будучи без сознания после пересадки папиной печени, видит сон.
как она идет по рисовому или пшеничному полю и встречает папу, который зовет ее и кричит: «Пойдем домой», тащит ее на спине, потом останавливается и говорит: «Иди к маме, мама ждет тебя, а я отдохну и приду», и говорит ей вслед: «Счастливого пути, не оглядывайся, все будет хорошо». Папина дочка, а мы знаем, что он не придет. Он уже ушел туда, откуда не возвращаются. У Чан Хёка бешеная энергетика. Жаль, что после «Охотника на рабов» я как-то позабыла о нем. Но лучше поздно, чем никогда. Теперь я вспомнила. Всем рекомендую лучший сериал с участием Чан Хёка. На сегодня все. Всем пока. Подписывайтесь на канал, пожалуйста.